Привет всем добрый день. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Всем тем, кто вяжет со мной и кто не вяжет, а просто слушает, всем здравствуйте. Давно меня не было на моем канале. Вот нашлось наконец-то у меня время, и я хочу попробовать наверстать все то, что упустила. Я надеюсь, что я буду сейчас чаще выходить. У меня было очень-очень много дел. Я вообще не было мотивации, не было вот этого вдохновения. Все как-то отсутствовало. Но сейчас я начинаю опять оживать. И все, что оживает вокруг меня, стало тоже опять оживать. Вот. И я думаю, нужно как-то взбудоражить опять мой канал, а то он в такой умеренности находится, да, это не мое, не мое это. Итак, девочки, я хочу связать для вас вот такое милое чудо. Называется она «Собачка Тимка» ПМК от Натальи Лариной. Вот, я его уже связала в пробе, да, или, ну, как пробного, 2 штуки. Хочу навязать штук 6, потому что это такая же зараза, точно так же, как с ее медведем. Одного начала и все, и не было ни конца, ни края. И также эта собачка. Я сейчас вам покажу, что у меня получилось. Они очень красивые. Я пока не выставляла нигде фотографии. В Инстаграме тоже не выставляла. Я выставляла только в Телеграме. Девочка показывала. Те, кто в моей группе находится, они подписаны. Если вы хотите, тоже подписывайтесь. Под этим видео в описании я поставлю ссылочку. Но хочу сказать, что я там тоже не очень активно. Если вдруг у кого нету Инстаграма, то я также туда выставляю фотки. Иногда просто говорю о том, что у меня в планах, что бы хотела связать, иногда советуюсь и по возможности переписываюсь с девочками. Итак, вот такая собачка, она маленького роста. Будем вязать ее из Himalaya Dolphin Baby и крючок номер 5. Я ее связала, и она у меня получилась вот такая. Вернее, 2 я уже связала. Сейчас я вам покажу. Сейчас, секундочку. Итак, вот. Та-да-да-дам. Вот такой карапуз у меня получился. Вот он такой. Вот видите? Здрасте. Вот он в полный рост. Вот так. Вот так он выглядит сзади. Пипка у него такая там. Я ему голову пришивала. В схеме эта голова пришивается, но я буду садить ее на сустав. Я девочке пыталась эту голову вывязать. Она вывязывается, вполне возможно. Вообще у автора голова вяжется сверху вниз, но чтобы ее вывязывать или чтобы садить ее на сустав, мне пришлось эту схему зеркалить. Я ее вязала снизу наверх. И там, где были прибавки, у меня убавки. Где убавки, прибавки. Ну, это надо полностью зеркалить. Вот. И вот такое чудо у меня получилось. Она носик вяжет. Я его также с вами свяжу. Это для тех, у кого носиков нету. Но я хочу своей собачке посадить искусственные, потому что у меня есть, и я прямо аж тащусь, когда вот есть всякие различные варианты разных носиков. Я вам сейчас тоже покажу, какие здесь носы можно ему вставить. Вот. И вязать я буду шею, вернее, не сшивать я буду голову, а садить на сустав. Но я также объясню вам, как можно ее вывязывать, потому что и там мне надо будет голову, схему эту зеркалить. Если вы хотите вывязывать, вы можете, я вам объясню этот момент, но я вам не советую, потому что я пробную вязала, сейчас еще одну я вам покажу, какая получилась. Пробную я вязала, и вот этой вот стабильности, когда ты вывязываешь, нету ее. Как бы ты ни наполнял шею, голову, она все равно болтается, потому что голова по этой схеме, она не маленькая, но она прям подходит сюда, она все 200%, она должна быть такой. Вот, и поэтому я пришила ее здесь, а когда ты ее пришиваешь, ты несколько стежков делаешь вокруг. Я всегда несколько раз прохожу. И от этого как рубец такой образуется, и он держит голову. А когда мы вывязываем, там нету никаких рубцов, там просто ряд в другой ряд переходит, и все, и голова все равно болтается. Единственное, что можно сделать, это, может быть, какую-то губку взять, знаете, поролоновые, такие тоненькие есть, вот скрутить ее, вставить, тогда вот эта стабильность будет. Но ее нужно так скрутить, чтобы она была по диаметру, вот как шея подходила. Тогда возможно. Тогда вы можете вывязывать. Но я буду везде садить на сустав, потому что мне бы хотелось, чтобы голова поворачивалась, и она как-то стабильнее смотрится. Если у вас нет желания и то, и другое вязать, вы можете просто пришить. Вы можете просто пришить голову, тогда вам, в принципе, зеркалить не нужно. Вам нужно будет посмотреть схему Натальи Лариной и вязать нормально, как она и вязала, сверху вниз. Потом здесь заканчивается и пришивается
голове. Но так как я хочу садить на сустав, мне придется ее вязать не сверху вниз, как она делала, а снизу наверх. Вот. Все, в принципе, вяжется так же, просто мы меняем местами прибавки, убавки. Там, где были прибавки, делаем убавки. Вот такая она получается. Этот вот номер один. А вчера я, девочки, связала. Захотелось мне связать без вот этих вот белых яблочек, да, я их так назову, можно? Вот. Захотелось мне связать вот такое чудо. Здрасте. Вот такой у меня еще пупсик родился вчера. Роды были легкие, девочки. 8 часов легла, пару схваточек, в 2 часа ночи он был готов. В этот раз девочка. Вот. Хочу таких еще штук 4 нарожать. Вот, если у меня получится. А то возраст, в принципе, мой уже постепенно уходит. Что касается родов, да? Вот, ну смотрите, вот такое чудо. Здесь я не стала вязать вот эти вот яблочки, хотя их можно было сделать в розовом цвете, один, в принципе, потом только до меня дошло, почему я не сделала один такой в розовом цвете, тоже классно. Можно сделать черно-белого и связать не обязательно два вот этих вот яблока, а, например, он весь белый, ушки черные и одно черное яблоко, как пират, да, он тоже круто смотрится, почему бы и нет. Здесь я решила использовать розовый носик, поэтому я хотела бы связать еще голубого из голубой и синей пряжи и скомбинировать с голубым носиком. Очень сильно бы мне хотелось. На немецком я буду делать коричневого и использую такой же коричневый бархатный носик. Вот, и помните, девочки, я выставляла на своем канале, я вязала зайца такого в осенних тонах. Посмотрите, я сейчас не помню, или на этом канале, или на другом. Он такой красивый, в осенних тонах полосатый, рыжий, белый, кремовый такой, там разные тона. Так вот, у меня этот зайка еще есть дома, и я хочу к нему связать собачку. Но это я показывать видео не буду, потому что мы сейчас с вами свяжем, а там вам просто надо будет менять эти цвета и все. Поэтому этот заяц у меня есть, и я свяжу собачку и буду менять ему цвета именно как этот заяц. Только у него будет как кофточка полосатая, одно ухо будет полосатое, и носик будет такой коричневый. И хочу их вместе сфоткать. Мне просто охота посмотреть, какая будет парочка. Но это уже, понимаете, это уже креатив начал с меня выходить, да, потому что долгое время была пауза, и поэтому очень охота навязать этих собачек. У меня есть куда их деть, у меня в последнее время спрашивали, очень много ушло на подарки, и поэтому у меня очень много остатков пряжи, и здесь пряжи много не надо. Вы не поверите, но на эту собаку я истратила один полный клубок, и мне не хватило где-то еще 2 метра. И это без ушей, чисто вот этот кремовый, ну, белый цвет. Вот эту собачку я вязала, та же пряжа. У меня ушел ровно один моток. Не считая ушей. Уши, да, я вязала уже из другой пряжи. И уши, смотрите, я здесь связала, это Himalaya Dolphin Baby, а уши я связала из Yarn Art Dolce. Это просто все остатки, что у меня лежат. И то, что этот Yarn Art немножко плотнее, у него уши прям вот сами по себе стоят. Она красиво смотрится. Один висит, другой стоит. Можно, конечно, и тоже проволочку такую ставить. Ну, я ну, не советую. Если вы... Здесь, кстати, у него есть внутри в ручках проволочка. Сейчас я вам покажу, какая. Секунду. Вот такая. Я брала ее вдвойне. Вяжутся простые узенькие ручки, 6 петелек в колечко и 12 рядов. И все. Я брала вот так. Вот эта часть у меня вниз шла. Я ее слегка так закручивала. И вот эту часть я загибала на длину руки. Вот так. И закручивала вокруг. И просто, когда я связала ручку, я ее не наполняла ватой, а просто вставила в руку. И все. И тогда вы можете ее... Тут нет, а вот эту нижнюю часть вы можете ровно делать, можете ее немножечко загнуть, там уже как вы хотите. Но мне кажется, чтобы его такую красивую позу поставить, в красивую позу его поставить, можно сюда проволочку засунуть. Она в руки пришивала, но я здесь их вязала. Вот. Ну, вот такие две пробные я решила сделать. И когда вот одного связала, меня как поперло не по-детски, и все, остановиться я не могу. Сказала, сейчас свяжу для вас. Потом свяжу для немцев, это уже 4 штуки. И потом еще у меня в планах 2 или 3 связать. Вот, и потом я сделаю маленький обзор, покажу, какие они все разные, да? Вот, но здесь, блин, вот честно, здесь надо было одно розовое такое сделать. Почему я не сделала, не знаю. Блин, жалко. Но голубому я, наверное, сделаю. Да.
Голубому сделала. Вот, и здесь я уже посадила на сустав. Сустав 4,5 сантиметров. Вот так. Такая прелесть. Можно его одеть в кофточку. Можно связать ему розовый шарфик. Просто из петельки. Воздушные петельки штук 70 сделали. И назад просто провязали, там, я не знаю, не воздушные, а простые петельки или петельки, вот, которые с накидом. И завязали вокруг шеи, и все. Пару бусинок. И красиво же. Очень красиво. Мне нравится. В этот раз решила ему такую ехидную улыбочку сделать, но она вроде у меня получилась. Получилась не ехидная, а милая. Прям карапуз такой. Что очень классно, здесь вывязываются такие щечки. И когда ты утягиваешь, они прям вот так вот. Вот. Ну все, девочки, будем вязать. Я вам сейчас еще покажу, как я буду брать пряжу. Крючки только, я не знаю, по-моему, не приготовила. Сейчас, секунду. Итак, какую я буду использовать пряжу? Белая для глаз. Это 301. Потом серую буду использовать 320. Я взяла сперва один клубок, но я советую 1,5 иметь. Вот. У меня хватило на одну один, а на вторую как-то не до конца мне хватило. Вот. И для ушей у меня будет вот такая 325. Вот, я уже связала ухо и связала одну ножку и одну ручку. Вот. Я буду использовать искусственные носики, но автор говорит или показывает, как вязать носик. Поэтому да, вот ко всей этой пряже всегда я использую крючок номер 5. Всегда. Если пряжа качество не очень, то беру крючок 4,5 или 4. Но в основном я всегда беру крючок номер 5. Носик я буду вязать из черной пряжи. Вот такая, это хлопок, девочки. Я не знаю, как она называется. Можно взять обыкновенную такую акриловую черную. Я не советую брать Хималая, будет очень большой нос. Я советую взять вот именно обыкновенную простую акриловую или хлопковую вот такую черную. И здесь я буду использовать крючок 3,5. Это для носика. Вот. Потом что еще у меня? Использую я также вот такую вот черную нить. Можно точно так же и эту использовать. Она чуть толще. Это джинсовая какая-то. Ярн от джинс или что такое. Не знаю я, как она называется. У меня, блин, не сохранила я бумажки. Я вот постоянно ей пользуюсь, да. Но она тоньше, чем это. Ей я вышиваю носики, вернее брови, ротик, все такое ей вышиваю. И если темная игрушка, ей же утягиваю. Если светлая игрушка, то я использую вот такую белую нить, ей утягиваю, делаю ее вдвойне, потому что она все равно рвется. Вдвойне она классно. Вот. Это для того, чтобы утяжек не было видно. Ей же я и пришиваю. Вот. Например, вот это белое, ну я скажу, блин, око или как, ну белый глаз, короче, да, тут вставочку, я ей пришиваю. Не этой ниткой, а ей. Вот. Ну да, вот я связала такой белый глаз вот этот. Так, что еще вам сказать-то? Фурнитуру. Я буду для шеи брать сустав. У кого нет, я уже сказала, вы пришиваете голову или вывязываете, но туда нужно что-то вставить, чтобы голова не болталась. Она будет болтаться без сустава. С суставом не болтается у меня. Она прочно сидит. Я бы не сказала, что как камень. Она такая свободненькая. Вот. Но она не болтается. 4,5. Если есть 5, вообще суперски, тоже можно. Но уже немножко будет ее тяжеловато в шею посадить. Но 4,5 прям перфект. Потом что? Глазки. Я не знаю, какие буду использовать. Ну, или вот эти простые черные 12 миллиметров, да. Или же я у себя нашла еще вот такие, они чуть меньше. По-моему, они 11 миллиметров серые. Я даже не думала, что у меня такие есть. Они будут здесь очень красиво смотреться вот именно с этой серой пряжей. Вот. Я думаю, что я, наверное, серенькие вот эти возьму. Можно любые глаза туда ему вставить. Обыкновенные. Вот. Они у меня насквозь не идут. Это значит, я буду садить вот в этот глаз. Здесь креплю. И потом пришиваю к голове. Перед тем, как пришивать, я делаю сперва утяжки. Это я вам все покажу. Нос. Я использовала на одной игрушке вот такой нос бархатный, розовый. Вы видели, да? Это только черный. На другой игрушке я использовала вот такой нос. Он чуть больше. Сейчас я вам покажу разницу. Я вам сейчас сантиметры тоже скажу, сколько. Вот.
Вот этот нос, это вот этот. Вот этот нос, он чуть меньше, это вот этот. И тоже он даже чуть-чуть здесь как будто бы меньше. Здесь бархатный, а это простой черный. У меня нету бархатных черных, у меня вот только такой гладкий. Вот. Здесь фурнитура 12 миллиметров, здесь 14. Здесь я пробовала 14 посадить, некрасиво смотрится. Этот большой, и еще и глаз большой, выглядит комично. Поэтому, если у вас такое белое яблоко есть, то маленький глазик красиво. Если нет, то большой такой, более-менее побольше. И то не сильно большой, но вот достаточно. Так, сама собака. Сейчас я вам ее замерю, чтобы вы знали. Но я в последнее время это записываю сюда под видео. Вот. Сама собака у меня 34 сантиметра. 34. Так. Носы. Я вам сейчас все равно скажу, что носы вы можете хоть какие туда садить. Можно, если у вас нету, мы свяжем. В первую очередь я вам покажу. Этот носик у меня 3 сантиметра. Вот этот. Вот этот нос у меня, по-моему, 2,5. Да, это 2,5. Потом можно треугольный нос тоже посадить. Это типичный собачий шнабель, я вам так скажу. Ой. И он тоже, по-моему, 3,5. Нет, он 3. 3. Он идет по длине такой же вот, как этот. Тоже красиво будет смотреться. Или есть еще вот такие. Это как более медвежий, но и также псиные такие носы, прям с такими точечками тоже. Он, по-моему, 25 у меня. Вот. Он идет у меня 25. Я обязательно хочу связать столько собачек, сколько у меня есть носов. Это носов у меня пока достаточно разных, да, но именно этого размера. Это значит, такой у меня уже есть, такой у меня есть, и у меня нету вот таких, поэтому я хочу попробовать связать вот такие. Но вот такой я хочу связать голубой, да, чтобы у меня был парочкой к розовой. Поэтому, блин, я не знаю, мне придется еще одного вязать. Но я хочу навязать, мне прям аж хочется этих собачат навязать. Я не знаю, тем более есть остатки, у меня вот эти вот пряжи, да, по клубку начатому лежат. Мне их достаточно будет. Очень хочется, все хочу, как будто я из какого-то глубокого сна здесь проснулась. И слава богу, что проснулась, а то время до этого, девочки, вот эти последние 2 месяца, сентябрь, октябрь, это полный пипец какой-то, вот честное слово. Прям это какие-то месяца были, я не знаю, я как будто со страшного сна проснулась. Но дело в том, что много работы, очень много работы, много стресса, много каких-то проблем, личных проблем, вся обстановка вокруг. Такое ощущение, как будто я стою и на все это смотрю, и все что-то бегает вокруг меня, а я ни хрена понять не могу, что происходит, да. И как-то не могла все заставить свою задницу сесть перед камерой. Простите меня за мой жаргон, но как-то так. По-другому я не могу в других эмоциях это выразить. Вы не поймете тогда всю суть. Поэтому у меня только так. Ну все, вроде бы я все сказала. Хочу сказать Наталье Ларина огромное спасибо за ее МК. У меня еще есть около 5 или 6, наверное, МК очень классных от нее. Я тащусь по ее МК. Я не знаю, как она их делает, но от них такая идет энергия, ты хочешь их вязать и вязать и вязать. И это вот я на медведе остановиться не могла, да, родной Мишка есть. Теперь на этой собаке остановиться не могу. Она как будто туда какой-то наркотик подсыпает. Не знаю. Вот, но я их буду вязать. За это ей огромное спасибо, за то, что мы имеем право связать это чудо здесь, на моем канале. Это что такое нехорошее здесь? Кто-то мой стол здесь запоганил. Я его только недавно обклеила. Это Стелла, наверное, моя девка. Такая же креативная, как мама. Ёшкин свет. Так, все, сейчас начнем. Давайте мы начнем с самых мелких деталей. Схемка состоит вот только из 3 листочков. Кстати, я в Телеграме у себя ее подвесила. Если вдруг кто-то хочет, может ее взять. Подписывайтесь на Телеграм. Но не ждите там бешеной активности от меня. Я не очень такая резкая, что в Инстаграме, что в Телеграме. Там мне на это нету времени. Чисто просто или скидывать схемы туда могу, или фотографии, или просто напишу: девочки, я для вас это вяжу. Иногда бывает общение, но я очень редко там. Потому что мне просто нет времени на это. Так. Ссылочки от автора я все поставлю под этим видео. И, пожалуйста, если вы выставляете игрушки вязаные по этому видео, то пишите правильное имя автора. Я не автор этого МК. Автор это Наталья Ларина.
Значит, если вы выставляете в Инстаграме, в интернете, я не знаю, где там, Facebook, Одноклассники, игрушки, не пишите, пожалуйста, связала по МК от Елены Янцер. Это не я. Это неправильно и несправедливо. Поэтому по МК от Натальи Лариной связала с Ленкой на канале Ютубе. И ставите мою ссылочку, и все. И я вам буду очень благодарна. Да? Вот так, как-то так. Это касается всех МК, где стоят имена авторов. Итак, ну давайте тогда начнем, наверное, вот с этих лупиков. Где-то моя белая пряжа. Очень легко и просто все. Самое главное, чтобы было хорошее настроение, мотивация. Чтобы никто не мешал. А сегодня у меня никто не мешает. Сегодня у меня 2 дня свободных. Суббота и воскресенье, да? Так же, как у вас. Вот. И думаешь, спокойно сядешь. Да куда ж ты упал-то, ёшкин свет? Спокойно сядешь, что-нибудь свяжешь. Блин. Это тоже работа, да? И вот так все выходные у меня пройдут. Я сейчас сколько у нас время? 8:30 вечера. Я не знаю, во сколько я спать лягу. Но у меня завтра есть возможность выспаться. Поэтому я, девочки, я доконаю эту сегодня видеосъемку. Но завтра, воскресенье, вернее, она у меня выйдет, да? В субботу начала сейчас. Завтра я хочу ее выставить. Потому что, ну, я соскучилась по вам и по вашим комментариям. Я очень скучаю без этого. Да? Так. Вяжем. Вяжем. Давайте вяжем вот эти глазочки, глазки. Глазки. Вот так. Итак, начинаем. Приступаем. И поперла. Делаем колечко амигуруми и вяжем 8 столбиков. Все хорошо видно? Да, ну. Сколько это минут? И, девочки, 20 минут, по-моему, наболтала. Блин. Ну, это надо. Без этого как? 8 столбиков. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8. 7 тоже был. Так, затягиваем. Хорошо затягиваем. Прям вот, чтобы дырочки здесь видно не было, иначе она здесь потом видать будет, да? Здесь я тоже затягивала, вроде бы старалась. Вот так. Теперь вяжем. 2 прибавки, 2 столбика и так 2 раза. Вяжем. 1 прибавка. 2 прибавка. И 2 столбика. 1, 2. И еще раз так же. 1 прибавка. 2 прибавка. И 2 столбика. Здесь начало ряда. У нас 12 столбиков. Следующий ряд мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка и так 2 раза. 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. Теперь мы вяжем просто 2 столбика. И еще раз также 1 столбик, 1 прибавка и так 2 раза. 1 столбик, 1 прибавка. И до конца ряда остается 2 столбика. 1, 2. У нас сейчас с вами 16 столбиков. Следующий ряд мы вяжем просто, не до конца его провязываем. Вяжем сейчас просто 1 столбик, 2, 3 и 4. И делаем соединительную петлю. Затягиваем. Цак. Вот это вот лицевая сторона. Эти ниточки мы потом уложим внутрь. Когда я глаза пришиваю, я их, девочки, не наполняю ватой. Я просто прикладываю и пришиваю. От этой вязки само вот это око немножечко стягивается. Она как будто вот слегка выпирает. Здесь не нужна никакая вата. Глаз мы будем вставлять потом
Я сейчас пока ничего вставлять не буду, но потом мы его вставим вот не здесь в середине, а ниже, да, чтобы он немножко как косил. Но это уже на ваше усмотрение. Хотите, чтобы он на вас косил или нет, это ваши проблемы, да. У меня все всегда чуть-чуть косит. Вот, и мне нравится, когда они косят. Они тогда такие наивные дурочки, кажутся, да, а это, девочки, это тоже не просто так, когда мы все кажемся наивными дурочками, да. В этом всегда есть своя изюминка. Вот, ну вот как-то так. Дальше вяжем. Ну, давайте свяжем ему нос. Кстати, нос я не вязала своим, да, я просто вставила. Но мы свяжем носик, раз он в схемке стоит, мы его свяжем. Это я сейчас просто такая делаю, потому что у меня носы есть. А жила бы я где-нибудь в какой-нибудь деревне Кызылсая, и не было бы у меня носов, я бы тут орала бы на Ленку Янцера, какого хрена она мне нос не показала. Поэтому я вот для таких свяжу носик, потому что не у всех есть носы. 3,5. И вот такая ниточка, да. Можно обыкновенный простой черный акрил. Вот. Просто я сейчас акрил не нашла, а мне так лень идти и ковыряться в этих ящиках у себя. Там много этой пряжи. И просто я взяла то, что вот лежало. Ну, он будет аккуратненький такой. Колечко амигуруми. И вяжем. Блин, так неудобно. Это надо теперь привыкнуть, да, еще тут пару рядков. 6 столбиков в кольцо. 6 столбиков. Вяжем. Раз. Два. Я вообще ничего не вижу. 3. Ну, не надо ничего видеть, вы просто слушайте. 4. Если я вам даю слушать. 5. 6. 6. И затягиваем вот так вот. Сильно затягиваем. Так, подожди, девочки, сейчас еще свет включу. Чуть мне света мало. Так. У нас сейчас свет дефицит, я экономлю, как вы думаете, свет скоро дефицит будет, поэтому экономим как можем. Тут у меня скоро будет 10 свечей, лишь бы не подгореть здесь, лишь бы здесь не поджечь, блин, себя. Ой, не дай бог, блин, Лен, что-то болтаешь. Мне вообще нельзя такие вещи говорить, они сбываются. Так, 6 столбиков. Давайте сделаем так, подождите. О! Вот так. Ну, у меня здесь такая поставка, девочки, она просто так не ходит, да, тудым. Она у меня такая немножечко натянутая, поэтому тяжело мне спускать. У некоторых есть на кнопочку нажал, камера вниз. А у меня такой системы нет, у меня чуть-чуть по-другому все. Но я себе заказала крутую подставку новую, я не знаю, что придет. И она у меня будет снимать немножко по-другому. Не так, чтобы сверху прям было, а сбоку. Тогда вы как будто бы вы сидите вот рядом со мной и смотрите отсюда. Не отсюда, а отсюда. По-моему, это у меня было так в моих видосах, когда я только начинала. Там у меня был просто другой стол и другие возможности. Меня оттуда выгнали. Ладно, нос. Мы что сделали? Кольцо амигуруми и 6 столбиков. Вяжем. 2. Сейчас следующий ряд, да, девочки? Я все равно ничего не вижу. Ну ладно. Первую петлю заходим. Вы ее видите у себя. И вяжем. Начиная с первой петли. 1 столбик. Так. Идем теперь во вторую петлю. 2 столбик. Девочки, давайте по-другому сделаю. Я все равно не буду использовать вязаный носик. Я сейчас возьму другую пряжу, чтобы вам видно было, да? Короче, вы берете тоненькую пряжу, тоненький крючок и вяжете. Я для вас беру розовую пряжу и розовый крючок, чтобы вы вообще видели, что я вяжу. Иначе вы меня потом уже материть будете, а? Вот. Итак, заново. Я не буду сейчас стирать этот кусок, я его оставлю. Чересчур много работы. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали, затягиваем. Следующий ряд мы вяжем с вами 2 столбика. Вот в первую петлю входим, вяжем 1 столбик, 2 столбик. Теперь мы вяжем 3 столбика в одну петлю. Вот в эту петлю мы провязываем 3 столбика.
Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Вот. И так мы повторяем 2 раза. Да? Теперь мы вяжем опять 2 столбика. Раз, 2. И вяжем теперь следующую петлю 3 столбика. 1, 2, 3. У нас сейчас с вами 10 столбиков. Вот. Теперь мы вяжем 2 ряда без изменения 10 столбиков. Это значит, я даже не ставлю маркер, это значит, мне нужно провязать 20 столбиков, если 2 ряда по 10, да? Ну и вяжем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Это один ряд. И провязываем еще такой же ряд. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот. Теперь делаем одну соединительную петлю. И если вы хотите, вы можете ей пришивать. Тогда отрываете подлиннее. Эту нитку я прячу здесь, наполняю носик ватой. И вот такой пятачок. Если честно, девочки, да, смотрите сами. Хотите маленький носик, вяжите из акрила. Хотите большой носик, вяжите из вот этого Хималая. Я сейчас вам покажу, это в принципе разницу. Сейчас я вам приложу его. Сколько он сантиметров-то у меня получается? У меня получается как тот черный нос. Тоже, наверное, 3. В принципе, можно и из Хималая, наверное, связать. Ну, 4. Где-то 4 он получается. 3,5. Да, 3,5. Слушайте, и правда, попробуйте связать из Хималая. Я не вязала просто. Но вот сюда. Да, я бы не сказала, что он прям сильно большой. Единственное, что из тонкой нити носик, он аккуратнее смотрится, он нежнее смотрится. А когда такой большой нос и такая крупная вязка, конечно, это не так аккуратно. Да? Поэтому, когда гладенький здесь носик, он прям светится здесь. Прям охота его в пятак вот поцеловать. Прям вот такой он. Прям такой весь. А здесь видно вот эти вот все петельки. Поэтому смотрите сами. У кого нету акрила черного, можно и из Хималая связать. Или же можно взять и, например, есть велюр, вельвет, такой же плюшевый. Он чуть тоньше. Поэтому смотрите сами. Но я вам показала, как вяжется нос. Вот. Он пришивается в самом конце, когда делаются на мордашке утяжки. Потом его просто пришиваешь и все. Вот. Я не буду сейчас отрывать, потому что я его использовать не буду. Я только для вас это сделала. Дальше. Будем вязать с вами. Давайте свяжем уши. Вот такой ух у меня один готов. Пряжа 325. Вот, будем из нее вязать. Ну вот как-то так. А у вас у всех все пучком? Все хорошо? Все живы-здоровы, я надеюсь. Или хотя, по крайней мере, да. Сейчас даже страшно такие вопросы задавать, если честно. Глупо. Не то, что страшно, а глупо. Да? Ну, не будем заводить эту тему. Смотрите, кто у меня здесь лежит. Барашка. Красивый. Это брошка такая. Я ее нашла и думаю, а что она у меня на моем столе не лежит? Вот так она у меня там лежит. Сейчас я подниму камеру, секундочку. Вот так вот. Это мои бараны. Это я и Стелла. У нас в семье Софи и Стэн, это мои дети старшие, они у меня водные. Она рыба, он рак. А я со Стеллой, я баран. Ой, ну, овен, ладно. А вообще какая разница, да? Я овен, а она еще хуже барана, она козерог. Ну, если честно, мы друг с другом отлично понимаем. Вот с кем, ну, с ней мы знаем, кому что как сказать, где подлизнуть. Мы друг другу хорошо можем угодить со Стеллой, с моей младшей дочкой, да. Кстати, она у меня растет, они такие большие уже становятся, офигеть.
Вот. Ну ладно, не буду отходить от темы, вяжем уши. Ой, девочки, я на днях сидела и думала, я раньше в каждом видео какие-то истории рассказывала, мне всегда так ржать охота, мне всегда так охота расслабиться на своих видосах. Сейчас как-то вокруг какая-то такая атмосфера, как-то не поржешь толком, да, я вот уже думала, как-то ржать не в тему, как-то шутки тоже как-то не в тему. Ну, обстановка реально тяжелая. Вот я единственное, что я думаю, я же не пела еще на канале. Я же еще песни не пела. А я могу. Можешь вам песни спеть, девочки, а я ведь могу. И меня ведь гоняли в школе с солистом. Блин, я еще на казахском песни пела. Если я же с Казахстана. Я на казахском песне пела гимн Советского Союза, девочки. Ой, а как я пела? Я могла стихи читать наизусть, очень длинные. Я могла говорить без акцента на казахском. И казахи это раскусили в моей школе. И они меня по всем олимпиадам херачили. Я занимала всегда первые и вторые места. Вот, они говорили, если тебя, если тебя накрыть одеялом, и ты будешь читать казахское стихотворение, то они даже не поймут, что ты русская на самом деле, да? Ну или русская немка или кто там. Вообще у меня вообще корни такие. У меня мама чистая немка, ну наша, русская чистая немка. Папа у меня наполовину русский, наполовину мордва. И все говорят, что какая ты немка, ты мордва настоящая. Ну, наверное, есть что-то. У меня вообще говорят на работе, что я, наверное, какая-то югославка или турчанка. Ну, неужели я похожа на турчанку? Ну, я вообще не понимаю. Ну, не знаю. Не похожа. Я вообще не вижу во мне какие-то азиатские такие вот. Нет, это не азиатские, да, но такие какие-то вот такие моменты в себе. Да я вообще сама не знаю, кто я. Вот. Борон. Ой, блин. Да лишь бы спина не болела, остальное пофигу, кто ты. Все мы на одну рожу, все мы одинаковые. Только у одних мозги есть, а у других нет. Как-то так, да? Вот. Я сейчас не знаю, кому себя от от отстроить. Ладно, все, не будем, короче, углубляться. Я обещаю, я вам спою, наверное, если у меня настроение еще будет. Что-то я сейчас такая прям вся аж живчиком, да, здесь. Через 2 часа так устану, что скажу: давайте всем спокойной ночи. Все, вяжем уши. А то там, наверное, на ту сторону экрана матерятся уже сидят. Кольцо амигуруми и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, гимн казахского... Нет, гимн Казахстана я вам спою, это 100% сегодня. И не только гимн. Ладно, дальше вяжем 6 прибавок. 1 прибавка. 2, 3. Знаете, когда я вам спою, когда ваши мужики спать лягут, когда дети вас в покое всех оставят, и у нас будет 2 часа ночи, девочки, я вам спою. Окей. У кого-нибудь там, может, какие-то заначки еще есть, мы достанем, чтобы весело было. Я вам спою. Мне пофигу, меня же не видит. Мне вообще пофигу, меня никто не видит, никто не знает. Вообще, да? Ну, на фотографии меня-то видят, а вживую-то мне. Сейчас мне никто не видит. Мне что, я вам спою. Там где-то сейчас шампусика достану для расслабона. Хотя я так расслаблена что-то сегодня, как никогда. Я уже забыла, когда у меня такое состояние было хорошее. Вот. Что-то сегодня меня прям так хорошо. Аж опять жить захотелось. Так, все, провязали мы 6 прибавок и вяжем. 1 столбик, 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. До конца ряда, да? Да, девочки, не только когда ваши спать лягут, но и когда мои старшие спать лягут. А то они скажут, мама вообще крыша поехала. Она уже на ютубе песни поет. Гимн Казахстана. Что вы думаете? Мои тоже в пубертате. Они же такие, да ты чё, да это нам вообще... Как они, ну по-немецки, как они говорят, да нам это пайнлих, да ты чё, мама, не позорь ты нас. Вот такие они все. У вас тоже такие дети? Не знаю, мне в этом возрасте раньше было вообще все равно. Если моя мамка в молодости зажигала, я такая счастливая была, что у меня такая мамка.
Мамка у меня была очень веселая. Ну вот, это я сейчас, моя мамка. Только я уже забыла, когда это было. Веселье. Сейчас как-то не до веселья всем. Ну, отключиться же можно, да? Вы же меня простите. Можно же иногда отключиться. Может быть, реально кому-то плохо, и им охота так вот, чтобы Ленка здесь дурочку погоняла, и как-то на душе сразу как-то хорошо все. И вязать неохота, поболтать, что-нибудь жахнуть, расслабиться. Надо скайп устроить. Нет, лайв, это как называется? Я уже давно не выходила же в этот эфир, да? Не хочу что-то я выходить. Я реально могу выходить там днем и ночью с вами сидеть. Ну, не знаю почему, не хочу. Не хочу я себя показывать. Что-то я такая страшная стала. Ой, как жизнь. Как жизнь страшная. Вот. Ладно, блин, опять меня что-то не туда заносит постоянно. Вы меня тормозите там, да? Я это... Все, провязали. Теперь я молчу. Давайте ухо свяжем, а потом уже на утяжках мы с вами поговорим. Ладно? Все. Так, чтобы не возвращаться, я провязала кольцо амигуруми, 6 столбиков, 6 прибавок. И следующий ряд 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. Теперь мы вяжем с вами один ряд без изменения, 18 столбиков. Провязываем один ряд. Вот, я провязала. И теперь мы вяжем с вами, девочки, 5 столбиков прибавка. И так 3 раза. Раз, два, три, 4, 5. И делаем одну прибавку. Далее. Раз, два, три, 4, 5. И делаем одну прибавку. Раз, два, 3, 4, 5. И делаем одну прибавку. Так, у нас с вами 21 столбик. Провязываем 2 ряда 21 столбик. Вот я провязала эти 2 ряда, 21 столбик. И сейчас мы вяжем с вами 2 ряда с убавками. Мы провязываем 5 столбиков убавкой, так 3 раза. Раз, два, 3, 4, 5. И делаем одну убавку. Вяжем еще 2 раза. Раз, два, 3, 4, 5. Убавка. И убавка. Так, у нас 18 столбиков. Далее 7 столбиков убавка, и так 2 раза. Следующий ряд. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем одну убавку. Еще раз также 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем одну убавку. Так, у нас с вами, девочки, 16 столбиков. Провязываем один ряд без изменения. Так, провязала я. Теперь мы вяжем 6 столбиков убавка, и так 2 раза. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. Еще раз также. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. У нас с вами 14 столбиков. Провязываем 2 ряда без изменений, 14. Так, провязала. Теперь мы вяжем с вами 5 столбиков убавка, и так 2 раза. Раз, два, 3, 4, 5.
И делаем одну убавку. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем одну убавку. Теперь провязываем один ряд, 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. И провязываем последний ряд. 4 столбика убавкой, так 2 раза. 1, 2, 3, 4. И делаем одну убавку. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Делаем одну убавку. Теперь мы это ухо складываем. Оно вот складывает, его, конечно, можно и так сложить, но почему-то так оно складывается лучше. Не знаю, у меня. Теперь я делаю здесь тогда, я провяжу одну петлю еще, как смещение, да, чтобы на боку прям стоять. И теперь я их вот так сложу, как я и запланировала. Смотрите, какой-то брак у меня здесь. Пряжа идет одна, потом раз, резко здесь какое-то было сплетение нити, и пошла другая пряжа. И я вижу разницу. Прикиньте. Разве такое возможно? Брак здесь. Бессовестный. Вяжем за обе стенки. Ну ладно, ничего страшного. Да? Я думаю, собака это переживет. Самое главное, чтобы я пережила. Собака это переживет. Вот. Теперь, смотрите, на первом ухе я оставила нить, и я ей пришью 2 уха. На это я просто оторву, затяну и спрячу где-нибудь там. Вы, наверное, все предвкушение, да, как я буду петь гимн Казахстана. А я сижу и думаю, бля, какая дура. Пообещала, а теперь же петь придется. А что, девочки, я вообще без комплексов человек. Я могу спеть. Я сама напросилась, теперь придется. Вот такие вот ухи у меня. Что-то у меня камера. Ухи вот такие получились. Вот видите? Что, будем вязать руки? Ой, конечно, собака это лапы. Но, блин, мне легче всегда говорить руки, ноги. Поэтому вы уж простите за мою тавтологию, да? Что-то меня немножко потрясывает, девочки. Мне нужно опять, наверное, что-нибудь такое сладенькое скушать. Сегодня у меня сына делал куха. Куха, ну это пирог. Сладкий пирог из бананов. Я только запах учуяла, и все. И попробовала маленький кусочек. Мои дети, как проглоты, за раз все, извините, сожрали. Одним разом. И потом я говорю, сыну, я же только запах почувствовала. Он говорит, мама, он был такой вкусный. Но нет, а потом достает мне с холодильника. Он же знает, наши бабы любят пожрать. Так, где это? Вот. И он меня оставил кусочек в холодильнике. И сказал, я для тебя, мамуля, оставил. У меня сына очень вкусно готовит. Очень, девочки. Единственный минус в том, что мама начинает наглеть, понимаете? Если моему сыну 14, но он так вкусно готовит, он вкуснее готовит, чем я. Мне можно в этом признаться, да, тут? Нет, я тоже могу готовить, иначе, я не знаю, как бы у меня семья бы держалась, да. Но я не любитель. Для этого надо вдохновение. У меня вдохновение только на вязку. И на молоток на улице. Там дрова поколоть. И вот такое я люблю. Все, что связано вот с такой работой. Да, а у меня сына, он может очень вкусно готовить. Вот. Я сегодня такой вкусный банановый пирог кушала. И я вот что хочу сказать. Блин, он бы мог себе представить. Ему же надо думать о профессии в будущем, да? И он мог себе представить выучиться на повара. Но, девочки, это такая неблагодарная работа. Эта работа не для семьи. Если у него семья появится, его жена затюкает. Понимаете? Потому что все праздники, все он должен стоять где-то там на работе готовить. Это очень большой риск, девочки. Поэтому я не знаю, сына, смотри сам.
Из тебя, конечно, офигенный будет повар, если ты еще сам себя как-то можешь развивать в этом, да, и сделать себя самостоятельным, и там пусть там уже ты будешь рулить, да. Ну, надо сперва инвестировать свои силы, всю энергию, деньги и все такое. Конечно, он еще ребенок. Но, девочки, он готовит не по-детски, я вам так скажу. Ему дай любой рецепт с интернета, он так захерачит вкуснятину такую. Мама сидит, я забываю все его двойки там по географии или еще что-то. Я все забываю сразу, думаю: "Господи, да это ж не важно. Чё вон меня гоняли в детстве, чтобы я учила, зубрила, и чё? Сижу вот на "Ютубе" сейчас тут, сижу на "Ютубе" и с вами здесь лапшу вам на уши вешаю". Да нет, я вообще не вру, я все честно говорю. Я очень искренний человек. Ну, и так, сарказм такой у меня, да. Вот, и чё? Ну ладно, выучилась на медицину, работаю 20 лет у уролога. Что я там вижу, кроме больных мужиков? Да нет, я шучу, девочки. А вы знаете, как таким больным мужикам, такие как мы, нужны? О, как они это ценят. Я обожаю свою работу. И единственное, что, конечно, столько, сколько мы зубрили, и столько, сколько мы учили, оно этого не стоит. Нельзя, конечно, это громко говорить детям, я вам могу сказать, потому что я замечаю, что самые балбесы из школы добиваются больших карьер. Вот как-то так. Так тоже нельзя мыслить. Я своих детей, конечно, гоняю, но я не перегибаю палку. Потому что это на психике влияет очень-очень сильно. Я не хочу, чтобы у меня дети сидели, делали уроки, их вот так вот потрясывало. Нет, я насчет этого немножко проще. Они, конечно, должны знать свои правила, они должны знать, что у него впереди еще будущее, да, выучиться на кого-то, чтобы его с его аттестатом взяли. Но чтобы я такая была и гоняла его, нет. Я знаю, как это тяжело было. Поэтому, блин, я до сих пор еще сама ребенок. Я это все до сих пор еще ощущаю, да. Должен быть аттестат нормальный. Они у меня не вундеркиндеры, не в кого. Но, может быть, в папу. Я не хочу тут никого оскорблять. Папа-то не дурак был. Вот, ну, там половина детей в меня, походу, половина детей в меня пошли. У меня старшая дочка, такая кофе, папа. Она старается, она учит. И она, да, она сейчас закончила у меня 10, 11, сейчас делает фах абитура, она все. А балбес мой сын, ой, этот. Ему, блин, лишь бы что-нибудь вкусное приготовить, сделать мамку счастливой, чтобы она мне не пиздела, хотела сказать. А вот, девочки, все, попёрло что то с меня. Вот, вы знаете, вы последний видос вы мне сами сказали: "Чё ты такая сухая стала? Раньше с тобой поржать, а теперь только заснуть". Вот теперь терпите. Терпите теперь. Чё-то мне чё-то мне сегодня хорошо. Я не знаю, чем мы сегодня вяжем. Короче, у меня сегодня я не преподаю сегодня вязание МК, я просто с вами здесь, ну, просто я отдыхаю, можно так сказать, да. Это для тех, кто думает, что он здесь со мной свяжет по МК, которым я буду здесь буковку в буковку объяснять. Нет, я этого делать не буду, я просто вот сейчас вяжу и отдыхаю с вами, да. Я же могу этим отмазаться для некоторых нервонеустойчивых. Вот. Ну все, вяжем. Так что вяжем ручки. Ручки давайте свяжем. Вяжется очень легко, девочки. Ну, очень. Тут вообще ничего делать. Нечего делать, да. Ударение всегда неправильно ставлю на эти, на буквы. Ну ладно, вы меня простите. Кольцо амигуруми 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Затягиваем. И вяжем 12 рядов без изменения. И все. Все, понимаете? 12 рядов. Все по кругу просто. Я не делаю никакие петли подъема. Мне часто спрашивают, в игрушках петли подъема вообще не делаются. Все вяжется по спирали, да? Это только в вещах или если, например, пятку там нужно вывязывать, там туды-сюды нужно, тогда мы делаем петли подъема. А все, что вяжется в круговую, вообще никаких петель подъема. Абсолютно. Просто вот вяжем. Вы знаете, я даже вот не ставлю здесь маркер, я просто вяжу, потом посмотрела на руку и считаю ряды. Вот этот у меня идет как первый ряд, я его вообще не считаю. Девочки, что меня реально трясет, мне нужно какой-нибудь сок сладенький выпить. Что-то, блин. Так, короче, вот это первый ряд, и потом считаю 2, 4, 6, 8, 10, 12. А здесь мы потом соединяем. И все. Я вообще не ставлю маркер, не парюсь с этим. Просто сейчас буду вязать и думать о чем-то хорошем. Да? Вот как-то так. Все вместе должно быть 12 рядов.
Вот. Когда вы их свяжете, постучитесь в телефон, разбудите меня, окей? И я здесь опять появлюсь. Все, вяжем 12 рядов. Так, девочки, смотрите, вот связала эти 12 рядов. Теперь, я думаю, что не обязательно, конечно, эту проволоку, но она, блин, правда, делает очень красиво, если мы вот такую мягкую проволоку сюда засунем, если у него ручки вот так вот торчат. Мне нравится очень, поэтому наполнять ватой не надо. Просто вот туда засунуть. И теперь свяжем до конца. Кстати, что вы сегодня готовили? Я плов готовила. И он такой вкусный получился. Плов. Много-много-много люблю морковки, чтобы он такой был сочный, не сухой. Много лука. 100 лет не делала. Сегодня я что-то сын стряпал, мама плов варила. Завтра фунчозу сделаю. Купила эти стеклянную лапшу. Как она у вас называется? Не знаю, у нас гляс, нудель называется у вас. Завтра сделаю фунчозу. Приходите. Я вас чаем угощу. Прям как в мухе-цокотухе. Вот. Чё, один ряд не довязала, что ли? Ну, чуть-чуть как будто бы, да? Ну, мы вот так вот вытянем. Нормально поделать. Все, это руки, вяжем ноги. Ножки. Мы вяжем 2 части. Они вяжутся одинаково. Вот одну часть я уже связала, потом сделала здесь соединительную петлю. Вы тоже, да? Мы сейчас ее свяжем. Вы свяжете одну ножку, нить оборвете, сделайте соединительную петлю, а на второй ножке вы нитку не обрываете. Девочки, у меня свечка потухла. А мне свечка нужна обязательно. Я себя так лучше чувствую, когда горит огонь. Меня ведь разные смотрят, да? Поэтому такое никогда не помешает. Цак. Вяжем ноги. Вяжем ножки. Для этого мы делаем колечко амигуруми. И вяжем с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем. Вяжем сперва 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд мы вяжем 2 прибавки, 4 столбика. Итак, 2 раза. 1 прибавка, 2 прибавка и 4 столбика. И повторяем еще раз. 1 прибавка, 2 и 4 столбика. Так, у нас 16 столбиков сейчас, да? Теперь мы вяжем 2 ряда без изменения, 16 столбиков. Я поставлю сюда маркер для себя, для ориентации, чтобы я куда-нибудь туда не ушла, налево, да? Вот, и вяжем с вами 2 ряда без изменения, 16 столбиков. Так, провязали и свяжем сейчас с вами еще один ряд, и он вяжется так. 8 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. И теперь мы вяжем 4 подряд убавки. Раз, два, три, 4. У нас сейчас с вами 12 столбиков. Девочки, вяжем 3 ряда 12 столбиков. Или наверх маркер передвигаем, или вяжем просто 36 столбиков. Да? Окей, вяжем. Вот, девочки, провязала я эти 3 ряда. Теперь вы, если вяжете первую лапку, делаете здесь просто соединительную петлю. Вот так она делается. Так, раз. И нить отрываете. Если вы вяжете уже вторую лапку, то вот здесь мы остановились, да? Мы теперь провязываем с вами вот на этой ноге мы останавливаемся и вяжем теперь 9 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так. Теперь мы делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Берем теперь вот эту ножку и входим туда, где вот мы делали соединительную петлю. Вот здесь мы провязали, а здесь нет. Мы сюда сейчас входим, вот так, и провязываем 12 столбиков. Затягиваем хорошо здесь первую петлю. Это у нас получается раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, что у нас получается? Вот так. Так, передние ножки, да, они вперед смотрят. Вот, провязали 12. Теперь мы должны вязать с вами 4 столбика по этой цепочке, да. Но у нас, если мы сейчас сразу в первую петлю войдем, у нас здесь сильное будет расстояние и образуется дырочка. Поэтому я всегда делаю так. Я вхожу вот в эту петлю, там, где мы соединяли, да, вот сюда, там, где мы вот эту вот воздушную соединяли. Короче, мы войдем там, где у нас еще вот расстояние Абштан, хочется сказать. Вот сюда я так войду, но не провязываю до конца. Теперь я вхожу в первую петлю воздушную, вот сюда. И вот теперь вот эти 3 я провязываю за раз. И хорошо затягиваем, девочки, чтобы здесь у нас не образовалась дырочка. Это у нас получается первый столбик. Нам надо провязать 4. Второй. Третий. И 4. Ну-ка. Четвертый провязали, и теперь мы должны вот по этой ноге вязать 3 столбика. Для этого, девочки, я войду вот сюда. Вообще 3 столбика у нас, первый столбик начинается вот этот, но я все равно войду еще, блин, или мне надо сюда войти, или вот сюда войти. Мне нужно стянуть это расстояние. Но я думаю, лучше будет, если я вообще вот сюда войду. Я опять возьму этот тоненький крючок
Иначе вы можете, конечно, сразу идти вот в эту первую и провязать вот эти 3, но здесь потом будет дырка, вам придется брать иголку и сшивать. Я этого вообще не люблю, поэтому сшивать я не люблю. Я иду вот сюда, вот промеж. Сюда, не провязывая еще. И теперь иду в первую вот эту вот из 3, которую нужно провязать. И теперь затягиваю. Хорошо затягиваем. И тогда не образовывается вот этой дырочки. Это получилось у нас сейчас 1, 2, 3. Так, у нас сейчас с вами должно быть 32 столбика. Здесь у нас должен быть маркер, девочки. Маркер у нас проходит спереди. Вот здесь маркер, пожалуйста, ставьте себе. Я сейчас посмотрю, у меня хватит. Он сейчас здесь не помешает, этот маркер. Он даже и мне не помешает. Я вообще без маркера вяжу, но я с удовольствием его здесь поставлю. У нас сейчас с вами 32 столбика. Дальше вяжем. Провязываем сейчас 25 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь 4 должно быть. Здесь сейчас еще вот по этой стороне один раз будет сложно пройти, да, это как задняя сторона этих 4 воздушных петель, она еще конкретно петлями не обозначена, она еще как линия такая просто идет. Вот, и мы здесь сейчас провязываем. Блин, девочки, я сбилась. Я сейчас не знаю, какая это петля. Сейчас посчитаю. Провязываем 4. Я понимаю, как вы сбиваетесь, когда я болтаю. Ну, вы уж меня извините, приходится терпеть. Так, где я начала вязать? Вот тут, да? Получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Мы провязываем 25. 13. Теперь куда мне, блин, здесь идти? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25 нам надо провязать. Девочки, самое главное, у нас вот здесь вот между ног на этих 4 петлях мы сейчас будем делать 4 прибавки. И 25 петель это именно вот эти все петли до этих 4 прибавок. Видите, опять сбилась. Лена, когда ты свой рот закроешь, а? Вот честное слово. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ёшкин свет. 21, 22, 23, 24. И вот она, 25. Все, теперь вот здесь между ног делаем ему 4 прибавки. Мы делаем такой классный животик. Вводим 1 прибавка. Потом 2 прибавка. Потом 3 прибавка. И 4 прибавка. Еще остается до конца ряда у нас 3 столбика. 1, 2 и 3. Фу, по-моему, все правильно. Можно здесь ошибиться немножечко в петельках, да, когда мы здесь вот эти вот набираем экстра, чтобы дырки не зашивать между ног. Мы можем ошибиться, но, девочки, это не страшно. Это можно всегда откоррегировать, одну петлю больше сделать, одну меньше. Вот, это не страшно. Ее просто убавляем. Убавки всегда делаем, например, прибавляем всегда между ног, чтобы животик был, если петли не хватает, а убавляем всегда по бокам, чтобы видно их не было, да. Поэтому я думаю, что у меня здесь я прям вошла, мне кажется, а может быть и
И ушла налево чуть-чуть, не знаю. Давайте посчитаем. Мне сейчас очень интересно. У меня сейчас должно быть 36 петель. Может быть такое, что у меня сейчас одной петельки здесь не хватает. Может быть такое, но не факт. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ха-ха, я же сказала 35. Видите, одной петли мне не хватает. Значит, где-то одну петлю я здесь сзади не довязала, потому что здесь нету конкретных этих петель, и ты не знаешь, куда там пихаешь. Поэтому здесь я где-то в одном месте не пропихнула, да. Но ничего страшного. Что мы делаем? Я знаю, что мне одной петли не хватает, и я вижу здесь, что я ее сюда уже чуть-чуть вышла. Значит, если у вас такой же салат, вы идете только чуть-чуть назад, и вот где вы делали 4 прибавки, то я сюда сейчас еще раз войду, и еще одну эту петельку, которой мне не хватает, добавлю. И все. И у меня будет по схеме, как и должно быть, 36 столбиков. Вот, это просто такой вам, как оно называется, я даже боюсь это слово выговаривать. Лайфхак. Потому что по-немецки это по-другому чуть звучит, да, но это вам такой вот, да, чтобы вы не распарывали, не портили эту нить, не переживали, не истерили, потому что некоторые, которые только начинают, они реально одной петельки не хватает, у них прям паника, почему у меня одна петля не сходится, как у вас, вы где-то там сделали ошибку, пересчитайте петли, да так невозможно вязать, да вы чересчур много болтаете, да, вот что-то вот такое, да, не надо так расстраиваться, девочки, не надо. Побеспокойтесь о своей нервной системе. Не надо. Вы просто идете, вот как я, используете этот лайфхак, добавляете петельку, и все будет хорошо. И жизнь прекрасна. Да? Поэтому не нервничать. Самое главное. Я вообще сама по себе такая очень нервная баба, да? Мне вообще нельзя это нервничать. У меня и так нервные клетки, они отсутствуют у меня уже. Они отсутствуют, девочки. Ну, все мы же как-то, да? Не как, ну как вам сказать? Да, вы знаете, о чем вам говорить, господи, вы все прекрасно понимаете, поэтому все хорошо. Есть, я всегда так говорю, как вот придет ко мне на работу пациент, и он начинает, вы представляете, а у меня вот так вот. Вы представляете, вот он лежит, блин, мне так его жалко, да, или там ее, у нас уролог это не только мужчина, у нас и женщины, потому что у нас вообще все сферы такие, это как вот у нас есть гинекологи, женские врачи, а есть уролог, это мужской врач. Все проблемы у мужика, они идут к нам. Но к нам приходят и женщины, потому что это также связано еще с почками, мочевой и все такое. Камни в почках, циститы, ну вся эта хрень, да. Дети очень часто, иногда бывают врожденные какие-то непонятные вещи. И поэтому вот приходит, и вот он говорит, а вы знаете, у меня так и так и так, а у меня так и так и так. Вот реально больная, вот такая реально больная какая-то такая ситуация, очень тяжелая, да. А потом он сидит и говорит, а вы знаете, а я увидел вот на днях такого человека, а у него вот это было. А потом я подумал, что все то, что имею я, это ведь еще такая ерунда, это ведь не так уж и страшно, да. И вот все познается в сравнении. Поэтому, ну как вам сказать, я не знаю, сошла совсем в другую тему, да. Я хочу сказать, что э, из любой ситуации есть выход. Из любой. Там связана ли она со здоровьем, связана ли она с какими-то другими моментами. Если ты хочешь найти выход, если ты хочешь чего-то добиться, ты добьешься. Тебе просто надо брать и делать. Не сидеть, не ныть, не жевать сопли, а брать и делать, понимаете? Не все на это способны, потому что очень многих очко играет, и все. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Слушайте, я тут несколько раз загибалась, доставала вату, а у меня сегодня волосы дымом. Может быть, я уже 10 раз на экран попала, так что... Ой, кошмар. Я говорю, я как сегодня с утра встала, как в пиджаме носилась по дому. И так вот до сих пор ношусь. Мне реально надо посмотреть, может быть, где-то я там в экраны попала. Ладно, так. У нас сейчас, девочки, 36 столбиков, да? Что мы делаем? Мы с вами вяжем сейчас один ряд. 5 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд мы вяжем 6 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Окей, провязываем эти два ряда. Так, дорогие мои, посмотрите, я связала
эти ряды, эти прибавки. У меня сейчас на данный момент 48 столбиков. У меня как раз телефон сел, мне пришлось чуть-чуть его подзарядить. У меня сейчас 48 столбиков, и мы должны сейчас на данный момент провязать с вами 11 рядов без изменений. Да? Вот. Так что у вас есть время, девочки, себе чайку сделать или что-нибудь покрепче. И вяжите 11 рядов, и мы потом с вами здесь увидимся. Такой будет пузятик, он уже такой сладенький будет. Все, все, рожаем, девочки, рожаем. Давайте. 11 рядов.